Приветствую вас на канале Таро Флёр. Мы сейчас будем смотреть прогноз на месяц для знака зодиака Тельцы. У нас будет 4 карты. Первая карта это будет общая карта месяца. Вторая карта это будет карта относиться у нас к отношениям. Третья карта это будет карта, относящаяся к работе. И четвертая карта это будет совет карт на месяц. Так, у нас прогноз на июль для тельцов. Общая карта месяца. Интересно, что у нас в отношениях и в работе. Общая карта месяца. Не бояться препятствий, не бояться возникающих с вами каких-либо ситуаций в жизни. Ситуации могут вас связать по рукам и ногам. Вы должны идти на страх, вы должны идти туда, где страшно, должны перестать бояться, потому что ситуация вокруг вас не так страшна, не так страшен черт, как его малюют. Вы намного больше себе придумываете или придумаете, поскольку мы посмотрим прогноз, чем действительно это будет. Поэтому ничего бояться не нужно. Если вы будете просто оставаться дальше в состоянии «я ничего не могу», продолжать ныть над своей ситуацией, то ничего хорошего, конечно, из этого не получится. Вы будете продолжать находиться в этом состоянии стресса и страха, и это не полезно ни для вас, ни для здоровья, ни для окружающих, ни для ситуации, в которой вам нужно что-либо решить. Поэтому перестаем чувствовать себя заложниками ситуаций, потому что нас ждет в дальнейшем только удовольствие и счастье. Даже вот карта тут выпала, Солнце. Даже если вы думаете, что это карта, относящаяся к работе, все равно эти карты 3 относятся к месяцу. Итак, тельцы, вы не те люди, которые будут сидеть на месте. Я вам описала, что будет, если вы будете ничего не делать, но вы не тот человек, который будет сидеть на месте. Поэтому все будет складываться очень положительным образом для вас. Итак, следующая карта у нас это карта отношения. По отношениям здесь немножечко у вас вот в связи с тем, что вы находитесь в каком-то состоянии связанном страха, в какой-то ситуации, которая вас почему-то не отпускает, вы и будете в отношениях находиться в немножечко таком отдаленном, в раздумьях, может быть, а нужно ли вам или не нужно, или вы даже, может быть, об отношениях не будете думать, вы будете настолько в этой ситуации в какой-то, что вы об отношениях забудете. Здесь вам совет, конечно же, не думать о ситуации, я вернусь о том, что да, не думать о том, что ситуация безвыходная, выход однозначно есть, вы просто его не видите, мелкими шагами двигаясь туда, где страшно, двигаясь в направлении к вашей цели, у вас получится. И в отношениях также, да, то есть вот здесь, чтобы вам было понятно, человек сидит в раздумье, а к нему пришли в гости. Вот вы также будете сидеть. К вам кто-то пришел, у вас рядом находится ваша половина, которая вас ждет, а вы находитесь в состоянии ожидания чего-то, может быть, даже не совсем приятного, по вашему мнению, а все будет хорошо, если вы разделите ваши эмоции с вашими половинами. По работе. Здесь все вообще у вас прекрасно по работе сложится. У вас, возможно, даже какие-то новая должность может быть. Здесь может быть новая работа, может быть, вы искали новую работу. Может быть, просто в целом все у вас будет проходить. У нас сейчас окончился, как у нас у большинства, в общем-то, людей, кто работает в офисах, да, закончился квартал, и сейчас еще первые дни
более-менее спокойная такая работа. Но и в целом месяц, да, июль, вы с работой с этой справитесь, как бы тяжело ни было. Вы только не переходите в состояние ребенка, в состояние жертвы. Не переходите в состояние жертвы, в ожидании, что за вас кто-то что-то решит. Здесь никто за вас не решит, здесь только вы сами. А вы, тельцы, очень решительные люди, вы не будете сидеть на месте. Вы бойцы по натуре, поэтому вы, если будете активны, вас ожидает счастье, вас ожидает все прекрасно и в отношениях, и в работе, и в деньгах. Здесь все будет замечательно, вы только перестаньте себя вводить вот в это состояние стресса. И совет от карт здесь. Так, ну первая мысль мне пришла, это возможно какие-то новые варианты получения денежных средств. Вам стоит чему-то поучиться. Поучиться, может быть, в связи с этой ситуацией, поучиться у других людей, как делать определенную работу, как находиться в ресурсном состоянии, не впадая в истерические какие-то состояния, в нервозность, в уход от других и так далее. То есть поучиться более спокойному поведению, поучиться, может быть, я опять же вернусь к своей первой мысли, почему у меня здесь была мысль о новой работе, найти другой способ получения денежных средств. То есть, может быть, вам нужно пойти на какое-то обучение для того, чтобы вы могли сменить работу, которая вас вводит в состояние вот этой вот отрешенности от мира, не трогайте меня, я просто не знаю, куда мне идти, и для того, чтобы вы попали вот в эту замечательную карту. Хорошего вам месяца желаю.